Hello, my name is Foster, and now I will make history again. But since my spoken English is not perfect, so I will speak in Russian. But you can turn on subtitles and translate them into your language. Comprende, мадам и месье? В общем, я начинаю. А история такая. В конце лета 2020 года я нарисовал новую картину в технике Spray Paint Art. Не вот эту конкретно, ну просто сравнить. Похож ведь, да? А ведь это баллончиками, вот так я могу. И вот, возвращаясь домой, я любовался красивыми облачками и, развернувшись в сторону места, где я отсидел по малолетке 10 лет от звонка до звонка, увидел, что моя школа выглядит просто шикарно. И поэтому, естественно, решил ее сфотографировать. Придя домой, я решил немного отфотошопить это фото, добавил контрастности, насыщенности цветов, стер скейтеров, потому что... Зашибись без людей. Ну и, конечно же, меня смутили стены нашей школы. Просто всякие дебилы приходят и пишут там всякую хрень, после чего ее замазывают, из-за чего стена превратилась в черти что. Поэтому я решил разборзеться. Интересно, как это перейдет транслейтер. В общем, решил прийти к директору и предложить легализовать граффити на этих стенах. Но если уж их все равно красят, так уж лучше это будет красиво. Но, придя в школу, мне сказали, что директора нет. Я же говорил, он не существует! Так, хватит! Ну, в смысле, она в отпуске и будет только ближе к сентябрю. И поскольку вахтер сказал мне другое имя, не того директора, что был с самого открытия школы и по мой выпускной, я залез на сайт школы и увидел, что директор и правда сменился. Далее я нашел ее страничку в соцсетях, где увидел, что она тоже увлекается искусством, и решил написать в личку. Правда, на тот момент моя идея стала более интересной. Я предложил нарисовать пригласительное граффити, связанное с тематикой школы, а далее всю стену первого спортзала превратить в памятную для выпускников. То есть вместо того, чтобы рисовать слово «выпускной» на асфальте, как это сделали выпускники 21-го, а вот это уже я рисовал в далеком 2006 на наш выпуск. В общем, вместо этого выпускники могли бы скреативить граффити, посвященную своим классам. Допустим, выпускники 2020 года могли бы понавешать на буквы ущербные маски или обыграть как-то дистанционку, которая обрушилась на них в этот год. После чего эта стена стала бы фоном для фоток на последнем звонке и выпускном. А в дальнейшем, спустя 5, 10 и так далее лет, можно было бы делать встречи выпускников, становиться возле этой граффити так же, как на выпускных фотках, и смотреть, как все изменились. В общем, стена — это вам не асфальт. Тут даже просто проходя мимо будут накатывать воспоминания. Ну а следующую стену второго спортзала можно было бы отдать на растерзание мастерам граффити. Чтобы они это поняли, я предложил нарисовать некие пригласительные стикеры, где было бы написано, что вот эта стена для выпускников, а вот тут вы можете проявить свой талант, если уверены в своем мастерстве. Все-таки, когда начинающие райтеры, в простонародье граффитисты, только учатся этой техникой, у них получается так себе. И в целом эти граффити были бы не намного лучше, чем те слова из 3 букв, что и так там постоянно закрашивают. Поэтому их бы мы направили на стены вокруг школы. Их там огромное количество, и любые, даже корявенькие никой, все равно бы сделали мир более красочным, нежели банальные серые стены. В общем, я расписал эту идею директору ныне гимназии. Ей в целом все понравилось, но из-за того, что приближался учебный год, морозы, да и из-за этой панды милой у многих было много проблем, все так и осталось нереализованным. Поэтому уже в этом году, в апреле месяце, я вновь напомнил о своей инициативе. Некоторые нюансы были отклонены, как, допустим, пригласительные стикеры, все-таки это уж слишком для нынешней системы, хотя знаете, что директор положительно относится к творчеству, везде бы так. Но вместо того, чтобы обсудить эскиз, она перенаправила меня на свою заместительницу, по совместительству учительницу географии. Опять же, не буду разглашать личные данные, хотя мне хотелось бы показать ее фотки, чтобы сказать, ну вот почему в наши годы у нас были одни бабульки, а сейчас вот такие вот учительницы. Я бы даже меньше прогуливал, будь у нас такие. Но в целом, касаемо граффити, диалог у нас так и не задался. Максимум, что я получил, это лозунг и логотип школы. А далее она хотела обсудить все при личной встрече в школе. И вот у меня вопрос к вам. Просто интересно ваше мнение. Что она, что мой братишка двоюродный приезжал, мы тоже с ним договариваемся рисовать в салоне.
В общем, они оба говорят: приходи в школу, либо поехали ко мне в гараж, чтобы обсудить это лично. Эскиз, размеры стен. Вот зачем это делать, если можно, допустим, сфотографировать стены, выставить их размеры, искать. Вот такая стена, из вот такого материала она состоит. Либо же и вот мой эскиз, который я хочу, чтобы ты нарисовал. Или я присылаю, допустим, ей эскиз того, что я хочу нарисовать. Зачем идти в школу или ехать в гараж, так скажем, если все можно обсудить через соцсети. Вот мне непонятно, почему так не используют соцсети по их прямому назначению. А что вы думаете на этот счет? Вот напишите в комментариях, к кому вы относитесь. Нужно ли ехать лично, встречаться, чтобы что-то обсудить, или можно обсудить все через соцсети, легко, просто и в удобное для вас время. В общем, из-за этого у нас так и не получилось ничего согласовать, поэтому я скинул готовые эскизы директору. Ей понравился вариант бело-сине-красных цветов, так сказать, патриотичненько. Мы с ней обсудили еще некоторые нюансы, и, получив необходимую сумму на краски, я поехал их покупать. Чтобы вы знали наши расценки, и в принципе они остались на память, сообщаю, что на середину 2021 года краска МТН-94 в нашем городе стоит в районе 450 рублей за баллончик. Хромированный трейн в старом дизайне 250 рублей, ну а кэпы по 30-35 рублей за штучку. И вот у меня на руках было все, что нужно, можно было смело приступать к реализации идеи, но у нас то дожди, то жара, то дожди, то жара, то дожди, то жара, в общем, задолбался. Плюс эти разрастающиеся, так сказать, семейные конфликты, из-за которых я долго мучился от боли. В общем, настроение отсутствовало напрочь. Но в очередной раз, собрав волю в кулак, я наконец-то собрался и пошел. Взял с собой мобилу, чтобы снимать таймлапсы за спиной, взял GoPro, чтобы снимать кадры вид из глаз, а также попросил время от времени снимать кадры издалека, чтобы потом сделать динамичное крутое видео с кучей разнообразных кадров. Но GoPro что-то заглючило, и в итоге не записала практически ничего. Да и то, что записала, оказалось ракурсом выше того, что я делал. В общем, из этих кадров я соорудил эксклюзивное промо к этому видео для моего инстаграма. Ну, а просто кадрами издалека как-то глупо перебивать таймлапсы, поэтому вы их видите сейчас. Ну что, посмотрели? Посмотрели. Теперь давайте перейдем к тем самым таймлапсам под музычку.
4 часа я рисовал эту граффити. Я 3 раза устал. На моем указательном пальце на правой руке образовалась мозоль. Хорошо, хоть умею переключать полушария, рисую левой рукой, немного хуже правой. Поэтому пока правая отдыхала, рисовал левой. Но сейчас я хочу рассказать вам немного другую историю. В общем, пока я рисовал граффити, мимо меня проходило достаточно много народа. Многие восхищались матерно, у нас такой район. Но вот диалог с одним мальчишкой меня позабавил. Он, знаете, учится, наверное, в классе 5-м, 7-м, так примерно по возрасту. И он мне проходит, говорит: это вы нарисовали? Я такой: ну да. Красиво. А я вот тоже баллончиками увлекаюсь, тоже хочу рисовать. Вы этим давно увлекаетесь? А я ему говорю: ну знаешь, я уже лет 16 как это забросил, вот сейчас решил возобновить. Ну и в общем мы с ним поговорили немножко там про цены, про баллончики, ну так, по мелочам. И потом уже я домой иду и думаю, вот представьте, что было в голове у мальчика. Он спрашивает: а вы этим давно увлекаетесь? А я ему говорю: ну знаешь, я это забросил еще до твоего рождения, малец. Ну, то есть до этого я это рисовал, и знаешь, перед этим мне было не 5 лет. То есть я осознал, насколько же я стар. Я, знаете ли, очень стар. I am a superstar. Ну вот, меня позабавила эта история, решил вам ее рассказать. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, будьте более активными, ведь чем больше активности будет с вашей стороны, тем больше вероятность того, что меня заметят производители красок и, возможно, станут спонсорами моих будущих видео. Я смогу рисовать граффити везде и всюду, и тогда, уверяю вас, я превращу свой район в новую достопримечательность нашего города. Ну а сейчас давайте финальный результат.